Это самый необычный дом 2024 года, и чтобы его зарейдить, придется потратить больше 60 ракет. Но это ничто по сравнению с остальными плюсами этого дома. Представьте, вы построили себе домик, накинули какой-нибудь простенький отстрел на 3-м этаже и спокойно начинаете отстреливать всяких бомжиков. Кому-то это не нравится, кто-то с этим смиряется. Сомнительно, ну окей. А кто-то и вовсе начинает копать серу на рейд вашего дома. Все бы ничего, но вы являетесь доминантом на районе ровно до тех пор, пока не появится дом выше вашего, который будет отстреливать уже вас. И это минус всех отстрелов в этой игре. Достаточно лишь построить вышку напротив какого-нибудь дома, и контрить его хозяев с позиции выше будет уже куда проще, чем с земли или хотя бы на уровне. Вниз стрелять всегда легче. Сегодняшний дом полностью решает эту проблему. Законтрить отстрел этого дома практически невозможно. С этого дома можно контрить абсолютно все, что находится в зоне видимости, но только с одной отличительной особенностью. Если кто-то решит построиться выше вас, он вам не доставит абсолютно никаких проблем, ведь вы будете полностью неуязвимы. Ну а если вы все же захотите с ним постреляться, то для этого есть отдельный отстрел. Для всего остального есть мой новый пиксель. Это был дом башня, и давайте я уже покажу ее изнутри. Согласитесь, сам дом выглядит просто нереально. К нему я сделал 3 дополнительных шкафа, но делать их вам не обязательно. Дом можно построить и без них. Всего у этого дома сразу 3 входа на территорию, и все 3 входа максимально полезны для этого дома. Во-первых, они убирают слепые зоны в местах расположения, а также, если будут рейдить через них, то вот эти турели за 2 сетками просто не дадут им этого сделать. К слову, турели здесь прям по лимиту, 12 штук, и над каждым входом есть пару ящиков, чтобы скинуться. Также у вас будет возможность распекать того, кто будет вас подсиживать под дверьми. Темка полезная, пренебрегать ей точно не стоит. Далее за сетчатой дверью мы попадаем в маленький дворик. Здесь расположена 1 турель и 2 большие печки. Они выполняют не только плавительную функцию, но еще и защитную. Если вас начнут рейдить через забор, то эти самые печки не дадут рейдерам пройти дальше. А турелька, которая находится внизу, объяснит им более деликатно, что делать этого не стоит. Проще говоря, через забор рейдить невыгодно, а через основной вход в дом турелей много. Вход непосредственно в сам дом у нас через 2-й этаж. Так как это единственный подъем, здесь лучше установить огненную турель, чтобы по дому у вас никто не прыгал. Далее через аэрлок мы попадаем в центр дома. Во-первых, здесь находится огромное количество дверей, а также скидочная лутовая на 8 ящиков. Там еще гантрапчики установлены. Плюсом ко всему здесь установлена турель, которая смотрит прямо на входные двери. Ну и куда же без этого мой любимый стартовый отстрел с нелутаемым локером. Ну и 2-й верстак, чтобы быстро крафтить всякое. 3-й этаж — это уже мой пиксельный отстрел. Я уже строил этот отстрел на одном из вайпов, и скажу вам честно, это лютая имба. Вижена у вас здесь действительно много, но вас убить при этом практически нереально. Я практически целый день сидел на этой башне и отстреливал тех, кто лутает гигантский карик. И отстрел этот они заметили, когда в меня уже 2-й залп МЛРС прилетел. Я думаю, вы должны понимать, в какой лютый пиксель я стрелял. Ну и плюсом ко всему, если вас начинают рейдить снизу, то на входные двери у вас просто отличный вижен. И отсюда, само собой, можно контрить сразу 3 гейта входа на территорию. Подъем выше реализован через лестницу. Не мешает и пользоваться удобно. 4-й этаж — это еще одна комбат-комната. Здесь тоже есть отстрел, но он уже нацелен на то, чтобы стрелять как бы более вдаль. И здесь даже нашлось место для нелутаемого локера. В него прям самые лучшие сета можно загрузить. На первый взгляд кажется, что дом весьма тесноватый, но на самом деле к нему быстро привыкаешь. Подойдет он для 2-3 человек в команде. Весь этот отстрел можно закрыть гаражками. Ну и теперь давайте спустимся на самый нижний этаж. Здесь на вход, конечно, лучше всего будут смотреться МВК-двери, потому что бункера здесь нет, но этому дому он и не нужен. Про этот этаж я вам сейчас расскажу, а далее объясню, почему этот дом настолько крепкий. Турель здесь также стоит в самом имбовом месте. По дверям рейдить этот дом никому не рекомендую. Обслуживание шкафа перед вами. Я бы не сказал, что это копейки, но для защиты, которую вы получаете за эти ресы, вы лучше не сделаете. Вся сила этого дома в его раздельных лутовых. Кто-то вообще обратил внимание на эти стенки, которые у меня стоят между печек? Именно там и находится полноценная уличная лутовая на 7 ракет. Вместо одной полки с ящиками можно аккумулятор для турелей поставить. Но и так как у нас дом полностью симметричный, таких лутовых у нас еще 2 штуки. То есть всего получается 3. И чтобы взорвать их все, придется потратиться сразу на 3 железные стенки. А это уже 21 ракета, между прочим. Но и это-то на самом деле еще не все. Помните, вначале я вам говорил, что у нас сразу 3 входа во внутренний компаунд? Вот, смотрите, здесь даже постреляться можно, я вначале показывал. Именно здесь и находится еще одна нычка, так называемый пиксель гэп. Строится он максимально просто, в видосе я все покажу. Опять же таки, дом у нас полностью симметричный, а значит таких нычек еще 2. Чтобы забрать весь лут с каждой, придется выложить еще по 7 ракет на каждую. А это значит еще 21 ракета. Итого в сумме
на уличные лутовые уже 42 ракеты нужно. А еще же центральный есть дом с нелутаемыми локерами. Это еще ракет 30. И сейчас я научу тебя такое строить. Если тебя по каким-то причинам не заинтересовал этот дом, то обрати внимание на мой бусти, где сегодня у меня вышел уже 11-й приватный дом, который полностью нацелен на онлайн-защиту. Ну и плюсом ко всему, в него я запихнул свой новый пиксельный отстрел, а также защищенные турели, которые стреляют через рампы чуть ли не через весь дом. Да и вы просто посмотрите, как выглядит эта пушка. И все это уже доступно на бусте. Подписка стоит всего 2 бакса, и ты точно не пожалеешь. Ведь контента там уже реально дофига. Ссылка будет в описании, присоединяйся. Как всегда, в начале я рекомендую сразу накинуть будущий план фундаментов дома. Обратите внимание, что здесь у нас должны быть высокие фундаменты, поэтому вначале поднимите их высоту на полэтажа. Я буду улучшать сразу в конечный вариант. Вы же можете делать поначалу все из камня. Стартовая кибитка здесь далеко не дефолтная. Она у нас будет в виде песочных часов, и в ней поместится все, что вам нужно для начального выживания. Одиночных дверей у нас здесь не будет, поэтому крафтите сразу двойные. Опять же таки, не триггеритесь на то, что я сейчас сразу буду в МВК улучшать. Понятное дело, что поначалу все это можно строить из камня. Шкаф в этом доме у нас не лутаемый, поэтому для него нужно поставить такую заготовку для треугольного люка. И уже после того, как ее установите, можно ставить шкаф. Это и есть ваша стартовая кибитка. Свет решил добавить, чтобы вам было лучше видно. К шкафу мы делаем лутовую на 4 больших ящика. Слева ставим верстак, печку, а также 3 спальника. Ну или сколько вас там играет. Ну и проем дополнительный тоже добавьте. По итогу, глазами игрока все должно выглядеть именно так. Все отлично лутается и всем удобно пользоваться. Если нужна дополнительная дверь, без проблем ставьте. Далее подкапливаем ресы и начинаем дальше расширять дом. Здесь мы сейчас сделаем подъем на 2-й этаж, а также дополнительную лутовую, потому что те 4 ящика могли уже забиться. Все это пространство в целях экономии можно уже просто улучшать в металл. Если снаружи отсюда будут идти к шкафу, они уже очень много потратят. Естественно, я сейчас имею в виду сценарий, когда будет дом уже полностью достроен. Ну и для безопасности дверью можно закрыть тоже. Выход выше у нас будет через печку. Здесь очень важно поставить потолок посередине стены, потому что в будущем именно здесь и будет наш подъем на 3-й этаж. Двери пусть лучше открываются внутрь, в случае чего легче закрыть будет. Ну а временный подъем будет через треугольную крышу. Можете ее в дерево апнуть, чтобы вам ее не долбили. Ну и по итогу промежуточный этап должен выглядеть именно так. Для большей защиты также можно внизу дверь добавить. Теперь наша задача правильно застроить 2-й этаж. Место, которое я сейчас застраиваю, у нас здесь будут располагаться скидочные ящики. На этом этаже таких лутовых у нас 2, и они полностью идентичны друг другу. Далее справа от этой лутовой у нас будет выход через аэрлок уже на улицу. И также справа от аэрлока у нас будет первоначальный отстрел. Ну и треугольничек для турели тоже не забывайте. Далее просто все накрываем потолками. У вас все должно быть в точности, как у меня. Поэтому проверяйте, если все так же, то можно все улучшать. Обратите внимание, что на этом этапе буферок снизу у меня пока что нету. Поэтому всякие висячие потолки над землей лучше улучшать в металл. По итогу вот такая комфортная скидочная лутовая у вас получается. Оконными проемами можно сразу закрыть, можно потом. Также не забудьте поставить деревянную решетку хотя бы, чтобы к вам никто не залез. Двери ставим так, чтобы они открывались друг на друга, чтобы был эйрлок. А подниматься мы будем с помощью треугольной соломенной крыши. Ну или деревянной, если вам ее долбят. По желанию здесь тоже можно добавить кучу дверей, но я их не ставил, если честно. Ну, выживание у себя. Как видите, у этого дома очень продуманная поэтапка. А если ты хочешь поиграть со мной, то я напомню, что уже завтра, 02.02 в 14:00 по МСК, пройдет глобальный вайп на всех серверах Раструма. Мы очень рады, что игрокам зашел лонг-сервер. И уже на глобальном вайпе вас ждет турнир с призовым фондом в 70 тысяч рублей. Все подробности будут в нашем телеграм-канале и группе ВК. Не пропускай глобальный вайп, а мой личный промокод GoodJob позволит купить проходку с 50% скидкой. Я играю только там. Вводи мой промокод и играй вместе со мной. 3-й этап начинается с того, что под оконным проемом мы должны добавить такой потолок. На нем в будущем будет стоять нелутаемый локер, но пока что его нет, и закрываем это место стенками. Далее по окантовке всего дома на 1-м этаже мы должны поставить дополнительные буферки. С этого момента до шкафа у вас получается уже 2 стены. И я рекомендую делать именно ту последовательность, как показываю я на видео, чтобы вы там на переработчик не ушли и вам 2 сишки на шкаф не накинули. Подниматься пока что будем так. Если у вас есть лестница, самое время ей воспользоваться.
Когда внизу у нас дом полностью укреплен, самое время грамотно застроить уже 3-й этаж. Здесь также нужно поставить дополнительный потолок посередине стены. В будущем там у вас будет стоять турель, которая будет контрить абсолютно весь отстрел в этом доме. Далее по окантовке всего дома добавляем оконные проемы. Это и будет ваш отстрел на 3-м этаже. Но пока что у вас ресов мало, я думаю, а пострелять уже хочется. Поэтому мы сделаем его раннюю версию, то есть без всех этих потолков имбовых и треугольных крыш. Также обязательно будьте внимательны. Вот здесь обязательно оставляйте этот треугольник в дереве. Потом мы его выдолбим и сделаем там еще один отстрел из башенки. Также, чтобы к вам никто не подстроился и не залез в окна, хотя бы деревянные решетки нужно вам поставить. Если у вас будут железные, лучше, конечно, железные. Но и по итогу вот такой вот качественный отстрел у вас получается на 3-м этапе. Мне нравятся более темные оттенки металла, поэтому дом я решил немножко перекрасить. Теперь, когда у вас есть отстрел, скорее всего у вас уже появятся враги. А значит, мы должны сделать уже первую свою уличную лутовую, чтобы защитить ресы более профессионально. Эта лутовая называется Pixel Gap. И чтобы у вас точно все получилось, пожалуйста, делайте в точности так, как это делаю я на видео. Даже вплоть до того, как я мышку с одного потолка на другой перевожу. Чтобы проверить, появилась ли у вас щель, нужно апнуть эти потолки. В дерево, в камень, неважно. Как видите, у меня щель появилась. Если у вас этой щели нет, то все сносите и пробуйте заново, но должно получиться. Ящики обязательно ставим не скинованные, чтобы не светились, и обязательно на замках. И как все сделали, обязательно проверяем, что все лутается. Если возникнут сложности, то в закрепленном комментарии я оставлю ссылку на мой Discord канал. Там есть отдельный текстовый канал с помощью в строительстве. Если будут какие-то сложности, я или моя команда помощников вам обязательно поможет. Ну и как вы поняли, такой Pixel Gap мы делаем с 3 сторон. Чтобы забрать все эти 3 лутовые, придется потратить 21 ракету. А делаются они, сами видите, не так уж и сложно. Теперь смотрите, с каждой стороны у нас по 2 одноэтажные буферки. Прям по центру у них мы ставим полустенку и улучшаем в металл. Сделать это необходимо с каждой стороны. Далее на эти же самые полустенки мы ставим проем для двойной двери и тоже улучшаем в металл. Понятное дело, что это мы тоже делаем с каждой стороны. Далее на эти фреймы, которые мы только что поставили, мы устанавливаем по 2 треугольных потолка. Вообще стабильности на все должно хватать, но если почему-то у вас они будут осыпаться, можете снизу по 2 фрейма поднять. Дом, если что, будет выглядеть аналогично. Далее на эти самые потолки мы устанавливаем треугольные крыши и улучшаем все в металл. Я использую полет только для того, чтобы вам было более понятно, но и быстрее, само собой. Если что, эти крыши без полета тоже отлично ставятся, просто попрыгать надо. Ну то есть на 3-м этаже тот треугольный потолочек выдалбливаете, выбираетесь на крышу и строите. Вот такая вот красотища начинает получаться. Внутри, если что, уже это полноценный отстрел. Разве что бойниц, конечно, пока что нету. Но и временно маленькие сундуки тоже можно использовать. С крыш по вам уже никто не будет стрелять, а всю землю отсюда вы уже спокойно контрите. Далее, как появятся ресы, выдалбливаем этот деревянный потолок. Далее ставим печку для подъема и начинаем застраивать самую верхнюю часть этого дома. Здесь у нас тоже будет пиксельный отстрел, но рассчитан он на более такие дальние дистанции. Далее, смотрите, на каждую целую стенку мы устанавливаем по потолку. Потом между потолков мы устанавливаем треугольные фреймы. И уже потом можно все это дело накрывать треугольными крышами. Если у вас где-то не будет хватать стабильности на все это дело, то вы всегда можете поставить дополнительные фреймы либо на том этаже, где мы сейчас находимся, либо на этаже ниже, там, где у нас отстрел через окна. Также не забудьте, что помимо отстрела на этом этаже, где мы сейчас находимся, у вас есть еще нелутаемый локер, который нужно поставить. Если у вас его пока что нет, то хотя бы не застраивайте то место, где он должен стоять. А крыши над пиками лучше, чтобы были в дефолтном скине, потому что только у них есть такая свисающая текстура, которая делает вас более незаметным для остальных игроков. Если что, когда я говорил про локер, я имел в виду именно это место. То есть пока шкафа у вас нет, вы это место не застраиваете. Как только появился, можно ставить застраивать. Ну и потолок под ним лучше, конечно, тоже улучшать либо в металл, либо в МВК. Для лучших пиков по бокам мы устанавливаем костры, а по центру ставим либо печки, либо сирена. Сирена на тот случай, если вы здесь кровати будете ставить. Если не будете ставить, то печки пусть стоят. По итогу такой вот красавчик у вас уже получается. Теперь между нашими пиксель-гэпами мы должны сделать еще одну уличную защищенную лутовую. Я здесь фундаменты улучшаю сразу в конечный вариант, вы пока что оставляйте их в соломе. Я попозже объясню, для чего это надо. Квадратный фундос можно
можно сразу либо в металл, либо в МВК улучшать. Далее мы отсчитываем еще 7 квадратных фундаментов. На месте 8-го ставим треугольный. Далее все, кроме треугольника, сносим и возвращаемся обратно треугольниками. Если по центру треугольник горит красным, значит все правильно. Все лишнее можно снести. Далее начинаем застраивать нашу будущую лутовую так, как это делаю я на видео. Но на самом деле самое сложное вы уже сделали. В идеале она у вас вся должна быть из металла. Однако обратите внимание, что боковые стенки обязательно должны быть из обычного металла. То есть в скин из грузового контейнера не надо их красить. Далее не забудьте перевернуть фрейм для двойной двери. Нужно это для того, чтобы у стенки появилась такая боковая текстура. Если вы фрейм не перевернете, она не появится. Далее закрываем нашу лутовую стенкой, и уже можно улучшить ее в металл. Далее открываем наш бункер и устанавливаем треугольный фрейм. Обязательно проверьте, что бункер при этом у вас не закрылся. Этот фрейм нужен по сути для того, чтобы сверху не было никаких щелей. И если вы все сделаете так, как это сделал я на видео, то будет абсолютно непонятно, что вообще за этой стенкой находится. Чтобы поставить ящики в эту лутовую, достаточно открыть бункер и таким вот легким движением ноги расставить ящики. Обратите внимание, что эта бункерная лутовая, которую мы сейчас сделали, она никак не коннектится к дому, а следовательно будет гнить. Чтобы она не гнила, мы должны запитать ее шкафом. Ставим 4 квадрата, на конце 3 треугольника. Со стороны квадратного фундамента ставим 2 полустенки. Потом место будущего шкафа можно улучшить в металл. Но обратите внимание, шкаф я не могу поставить. Помните, я вам говорил в начале, что эти фундаменты должны быть соломенные. Их вы ломаете, и шкаф прекрасно ставится. Сделано это для того, чтобы если рейдеры решат вам взорвать шкаф и застроиться, они не смогут этого сделать, потому что билда от мейн дома не даст поставить им шкаф в мультишкаф. А вам надо будет просто выдолбить те 2 деревянных фундамента, и вы сможете вернуть шкаф на место. Соединяем эти 2 постройки таким способом. Я вас поздравляю, вы сделали самый настоящий мультишкаф к своему дому. Над бункерной лутовой у нас еще была турель. Ставить ее здесь я максимально рекомендую. Да и сложного-то в этом на самом деле ничего нету. Дом у нас имеет трехстороннюю симметрию, поэтому то же самое мы делаем еще с 2 сторон. Мультишкафы эти ставятся между пиксель-гэпами, так что точно не ошибетесь. Также смотрите, я не зря построился именно в таком месте. Даже неровный рельеф не помешал мне поставить мультишкаф, а значит искать для этого дома прям максимально ровную поверхность тоже не надо. Теперь смотрите, со стороны наших пиксель-гэпов мы должны сделать вход на нашу будущую территорию. Сначала ставим 3 низких фундамента, далее добавляем проемы для одиночных дверей, после чего нужно поставить 2 оконных проема и накрываем все это дело потолками. Также самые внимательные помнят то, что еще у меня прямо над этим входом на территорию была скидочная лутовая. Сундуки в ней лучше сразу поставить, потому что потом будет неудобно. Вообще, по-хорошему, этот вход можно полностью делать каменный, но так как он находится около одной из наших лутовых, я бы рекомендовал сделать его железным. Ну и про бортик для отстрела тоже не забудьте. Также прямо над ним ставьте турель. Не забудьте, что здесь у нас еще должны стоять сетчатые двери. Нужны они для защиты турелей по периметру, поэтому забывать про них точно не стоит. Сейчас мы с вами сделали один полноценный вход на территорию. Согласитесь, не было ничего сложного. Все получилось достаточно простенько. Но и так как дом у нас имеет трехстороннюю симметрию, нам нужно сделать еще 2 таких входа в дом. Итого в сумме у вас прибавится еще 3 турели около дома. Ну и 6 больших ящиков на скид. Теперь смотрите, там где у нас бункерная лутовая, мы должны поставить большие печки. Вот помните, только недавно с вами строили. Я выработал максимально простую схему, как поставить эти печки красиво и симметрично. Смотрите, здесь по центру устанавливаете большой ящик, упираетесь в него, ставите первую печку, потом перепрыгиваете его и устанавливаете вторую печку. Получается супер симметрично и пролезть нигде нельзя. Вот наглядно показываю, что щели везде одинаковые. И даже чтобы открыть бункер, эти печки не мешают. Таким способом мы ставим еще 4 печки. Дом у нас полностью симметричный, поэтому получится красиво. Теперь, скорее всего, самое напряжное, что может быть. Нужно правильно поставить высокие стенки. Деревянные, каменные, без разницы. Смотрите, я выровнялся по стенке, потом немножко наклонил стенку в сторону дома и поставил. Вторая стенка устанавливается, как только упирается в стекло. С другой стороны мы делаем абсолютно все то же самое. Специально не буду ускорять, чтобы вы точно все поняли. Вообще с этими стенками не должно возникнуть проблем. Но если они у вас появятся, знайте, что их можно сжечь с помощью огненной турели. Просто ставите эту турель около стенок, выписываетесь из шкафа, подходите к турели и начинаете ее бить. Она будет агриться и спускать из себя пламя,
пламя, и это пламя будет дамажить стенки. Такой вот небольшой лайфхак. Жалко, что это работает только с деревянными стенками. Если накосячите с каменными, то там только взрывать. Чтобы эти колючки более ровно получалось поставить, вам нужно добавлять соломенные потолки. Как поставите колючки, потолки можно сломать. Колючки останутся висеть на своем месте, и к вам больше никто не залезет. Помните, я вам говорил, что локер можно поставить и потом? Давайте его сейчас и поставим. Спрыгиваем вниз, устанавливаем локер лицевой стороной в стену. Далее либо киляемся, либо ставим лестницу, чтобы отсюда выбраться. И считайте, практически вы все сделали. Но нам нужно добавить еще железный потолок сверху. Чтобы это делать, нужно с внешней стороны дома подвести треугольники к этому месту. Как только потолок над шкафчиком будет стоять, шкаф этот будет нелутаемый. То есть даже для того, чтобы его залутать, придется взрывать стенку. Отдельную благодарность хочу выразить Nuker Pro за то, что оформил алмазную подписку, и остальным золотым подписчикам, которые поддерживают меня рублем. Спасибо вам. Не забывайте про мой бусти с приватными домами и чекайте другие мои ролики. Ну а я пошел придумывать новый дом.